Привет всем моим подписчикам и случайным прохожим. С вами Николай, канал Заговор Мага. Сразу же говорю, что я на своем канале не занимаюсь никакой коммерческой деятельностью. Огромное спасибо Юлии из Эстонии за то, что каждый месяц, как знаете, как зарплата капает мне от Юлии. Каждый месяц в один практически тот же день она отправляет денежку на развитие моего канала Заговор Мага. Юлия, огромное спасибо, это и ваш канал тоже. Я беру деньги за обучение в астрологической школе. Кстати, у нас открыт набор в астрологическую школу, не забывайте. Скоро мы стартуем, новички. Вот. Если вы ко мне обращаетесь по астрологии, также вы должны знать точное время своего рождения. Не знаете точное время рождения, вы должны понимать, что я должен сделать вам ректификацию. Естественно, я не буду делать это бесплатно, вы понимаете, в чем дело? Ну как так? Вы приходите в магазин и вы забираете хлеб из магазина и не расплачиваетесь за него. Ну почему я должен тратить свое время? Ну имейте уважение, ну реально. Тем более, ладно бы я брал какие-то огромные деньги, как другие это делают, там, обдирают вас. И абсолютно скромные деньги беру. Несмотря на то, что я живу за границей, в Таиланде, там ценник гораздо выше, чем в России, там гораздо дороже жить, чем в Москве, да, то же самое. Тем не менее, ценники я беру по российским меркам весьма скромные. Пока не поднял цены, буду поднимать скоро. Потому что я считаю, что слишком мало беру, и вы это не цените. Вы не цените то, что я для вас сделаю. Вот это плохо. Вы почему-то начинаете ценить, когда вас обдирают. Вот когда у вас все забирают, вы это цените. Вы цените, когда вы берете кредиты. Сегодня мы разоблачаем Андрея Дуйко. Об этом я не могу человеке не сказать. Меня уже смех берет, я не могу говорить, когда слышу имя Андрей Дуйко, меня распирает смех. Андрей Дуйко — редкостный шарлатан и мошенник, дорогие мои друзья. Сегодня мы будем разбирать его энергетику. Даже не то, что он говорит, не то, что он делает, хотя мы этого так тоже вскользь коснемся. Мы будем разбирать именно его энергетику. И даже имея ту интуицию, которую имеете вы. Да, я обращаюсь именно к вам, кто сейчас меня... Вы овцы, потому что вы не способны думать. Люди, у которых все хорошо, все замечательно, они счастливы, они не будут смотреть эзотерику, им это нафиг не нужно, у них все замечательно, они даже в это верить не будут. А те, у кого уже есть знания, у нас есть группы для базового уровня и для продвинутых. Так что пишите мне в WhatsApp. Человек, который говорит об эзотерике, человек, который говорит об оккультизме, о духовности, должен иметь какую-то привязку к верхнему, да, скажем так, потоку, к духовности, да. Я вижу, что у него очень развита материальная энергия. Там нет никакой правды, там нет никакой истины, там нет никакой духовности. Духовности там ноль. Привязка к материальным деньгам, привязка к роскоши, привязка к денежному эгрегору больше идет. Я не вижу там ничего духовного. То есть нет духовной составляющей у человека. Он просто нашел лазейку, что эта ниша никем не занята, что можно зарабатывать денежку. И он классненько сел в этой сфере и зарабатывает. Он хороший коммерсант, он предприниматель, он бизнесмен, он не эзотерик, он не гуру, он не ясновидящий, он не маг. Только не это, шеф! Questo dire volare mani! Sentimento! Per fortuna vento incredibile! Только не это, шеф! Va bene! Знаете, маг мага видит издалека. Ну где он маг? Ну что вы говорите? Ну, ни один маг не будет столько времени сидеть в прямые эфиры проводить. У него этого времени нету. Если он маг, он занимается магией. После каждого обряда, вы, может, заметили, у меня черные круги под глазами постоянно. Как мертвый. Потому что я отдаю свою энергию, когда я делаю обряды. Когда я делаю обряды целительства, он у себя еще и целителем, по-моему, мнит. Когда делаешь обряды целительства проводишь, когда делаешь чистки, когда ставишь защиты, когда проводишь другие работы различные, там, открытие дорог и так далее. Ты выжатый как лимон, ты физически, эмоционально истощен.
В любом случае, как бы ты себя не закрывал защитами, как бы ты старался по максимуму эту энергию в себе сохранить, ты в любом случае будешь себя растрачивать. А у человека, который занимается магией, который занимается целительством, разве есть столько времени снимать ролики? Сволочь, как ты это делаешь? Ну, слушайте, когда я буду снимать ролики в день по 3 раза, проводить прямые эфиры, вы мне можете плюнуть в лицо и сказать: Николай, ну вы же, какой вы маг? Ахаха. Все ржут, короче. Сагмат, ты чего? Это ноль. Я общался с теми людьми, которые обучались в его школе. И я спрашиваю, ну что, как вам знание его, что, ну, довольны? Но они немножко в шоке, потому что они шли за одним, а получили совершенно другое. По факту никаких знаний он не дал. Никаких знаний он не дал. Он просто сотрясает воздух одной болтологией. Вот. Я коммерцией же не занимаюсь. Сколько есть у меня учеников, все мои. У меня нет задачи брать там по 1000 себе учеников астрологические школы, нанимать там по 500 преподавателей и брать еще по 500 кураторов. Это было совсем не дурно. Он вам этот мир навязал. Мир эзотерики, мир магии Андрея Дуйко, которого нету. Это миф, это огромное газовое облако, которого нет. Не нужно в это верить, не нужно быть маленькими детьми, не нужно впадать в детство. Ай, блин, я так и знал, что ты это скажешь, а? Любимый мой друг. Что я завидую. У меня нет зависти к людям. И у меня чувство зависти отсутствует во мне. С самого раннего рождения. Я не завидую никому, ни белой, ни серой, ни какой-либо завистью. Еще раз повторяю, нет у меня этого. Некоторые говорят, я хайплюсь. Да, это хайп, конечно же. Представляете, я снимаю видео на человека, у которого там много подписчиков. Конечно, это хайп. Однозначно это видео, оно будет в рейтинге, оно будет в просмотрах. И тем самым все больше и больше людей узнает о моем В неприличной, извращенной, неглаженной форме, в нечищенных сапогах. канале. Разве это плохо? Это законы современного общества, это законы интернета. Похайпиться. Вы все говно! Но я делаю огромное дело, я открываю людям глаза на лже-эзотериков, на лже вот таких вот гуру. Вы посмотрите на его самодовольную рожу, да, на его красную самодовольную рожу. Он каждый раз, когда снимает ролик, он прям восхищается собой. Посмотрите эту энергетику, какой я классный, какой я офигенный, какой я прям успешный. Он пытается вам это преподнести таким образом. Что я вижу конкретно? Да, с помощью своих сил, с помощью своего ясновидения. Человек закомплексованный, у человека много внутренних проблем, психологических проблем. Он пытается с ними бороться за счет вас. Даже если вам кажется, что он вам помог, это только самовнушение. Самовнушение работает как самый мощный механизм, как самая лучшая магия самовнушения. Поэтому самовнушение никто не отменял. И все в нем говорит о том, что он националист. Причем жесткий такой националист. Это первый момент. Это, знаете, человек, который не толерантен, не терпим к другим национальностям и религиям, ну, ничего хорошего в этом человеке нет. Однозначно у него какие-то проблемы и комплексы. Хохол. Посмотреть его на внешний облик, как он выглядит, все. Тройной подбородок, там, четверной. Пытается снимать себя там так, чтобы не видно было его живот. Конечно, он там пытается как-то временами худеть, временами он снова кабанеет. В общем, дело сейчас не об его внешнем виде, там, а не его там сексуальных наклонностях, да. У него там и сексуальными наклонностями все не в порядке. Но мы этого дела сейчас не касаемся. Я не говорю, что он педик, там другие проблемы, там пострашнее будет. В общем, вам не понравится то, что я скажу, поэтому оставим это на вторую часть разоблачения Андрея Дуйко. Я дебил, и зовут меня Кирилл, я российский радостный дебил. Но все, что он говорит, по сути, это вода. Ничего конструктивного там нет. То есть просто воду переливает и, знаете, я не люблю, когда люди разговаривают много ни о чем. Я люблю, когда, если разговаривают, то только по делу. Так вот, он разговаривает много и ни о чем. То есть разговор его, в принципе, пустой.
побольше наговорить, побольше слов, побольше минут, побольше времени. Видео у него выходит каждый день и не по разу. Для него задача снять побольше объемной информации для того, чтобы он там... Еще раз говорю, не нужно мне верить на слово, перепроверяйте все, что говорит он, и все, что говорю я. Люди, которые слушают его, это овцы. Иногда я за ментов, иногда я за воров, иногда я засыпаю. Мама, папа, спасибо, что меня родили. Спасибо, что вы мне такую прекрасную жизнь подарили. Спасибо вам за рассветы, спасибо вам за закаты, за то, что охраняю мобильные аппараты. Мобильные аппараты, мобильные аппараты. Спасибо.